внезапно, они просто вшмых и все. Он до сих пор сражается бок о бок с Титаном. Что вызывает целую кучу теорий. Кто-то снова думает, что TV-мены все же предатели. Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня у нас реакция на 53-ю серию Скибиди Туалетов, а также на разбор Фордала. И конечно же, я хочу сделать обзорчик своего разборчика 52-й серии. 53-ю буду готовить, вот когда это видео выйдет, я сяду готовить разбор 53-й серии. Буду учитывать ваше мнение в комментариях, ваши теории и другие теории, свои теории, которые мне пойдут в голову. Поддержи видео с лайком, пиши комментарий обязательно и подпишись, если впервые на канале. И колокольчик прожми во все уведомления, обязательно, да. Все, погнали смотреть, бери чаек, печеньки. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Ну что ж, давай смотреть. Ух, война. Привет, Титан. Хорош, хорош. Хорош. О, здорово, товарищ Фантузмен. Колонкомены, которых давно многие говорили, где же они, да? А где TV-мен, интересно, все-таки. Не, кстати, он был, да. Воу! Чего? Секунду. Нормально такой. Это что за НЛО? Скибидист. Телепортирующийся. Фига, он там мощный. Да! Не попал. Да опять не попал. Как он это делает? Обалдеть. Они новые технологии. Они украли Подожди, а как они взяли технологию телепортации у TV-менов-то, а? Правда, они как-то, у них даже нет тумана, они просто вшмых и все. Как это работает? О, какая пушка, танк! Йо-хо! Мощь, сила. Там ученые сидят внутри. Нормально так. Лайк. Ты должен был уже поставить лайк. Да. Блин, мощная серия. Я чувствую, разбирать будет интересно ее. Постараюсь сегодня побыстрее, но я не знаю, как получится, потому что я делаю долго, потому что я делаю качественно, я прорабатываю все это дело. Вы можете в комментариях написать свои теории, я их почитаю как раз по мере работы и, возможно, что-то тоже использую. Если что, пишите комментарии с теориями, да-да. А погнали сейчас посмотреть разбор мой 52-й серии. Как раз там вышел еще разбор Фордала, 53-й посмотрим. Но сейчас сначала посмотрим мой разборчик, чтобы вы почувствовали разницу, насколько я делаю качественно. Ну что ж, вот мой разбор 52-й серии, давайте сделаем обзорчик на него, да? Погнали. Сегодня в видео я расскажу про все факты и мелкие детали 52-й серии Скибиди Туалетов. Блин, почему-то у меня какая-то проблема с выговариванием 50. Вот это я постоянно говорю 50. 50. Это приходится выговаривать, пытаться вот это ж, не знаю почему, это у меня какая-то локальная именно с этой цифрой проблема. 51, 52, вроде как что в этом сложного, но оно вот 50 получается, на который вы могли не обратить внимания. Новый вид агентов и одновременно новый женский персонаж. Апгрейд всеми любимого камерамена с вантузами. Новый транспортировщик агентов-ремонтников. Масштабная миссия агентов и многое другое. Интересно, что еще скрыто в новой серии? Сейчас расскажу по порядку. Всем привет, вы на канале Блейнар Shorts. Обязательно поддержите видео лайками и комментариями. 4 комментария. Обязательно, ребят, я старался. Чтобы вы понимали, я этот видос сделал 9 часов, даже больше 9 часов. На создание сценария, переработку, просмотрел 100 или больше раз на 0.25 серию. Короче, я старался максимально, еще там теории смотрел другие, чтобы проверять себя, исправлять где-то что-то такое. Короче, чтобы вы понимали, потому что вот, допустим, Фордал-то выпустил буквально спустя пару часов. А я на это потратил больше, наверное, даже, чем 9 часов, намного больше, потому что я сначала в один день писал сценарий, потом во втором переделал, доделал, еще делал видос долго. Короче, старался. Попаду в новое видео, а также обязательно подписывайтесь на канал, ведь только тут ты можешь увидеть максимально полные разборы со всеми подробностями. Погнали разбирать серию. Да, звучит нескромно, но я стараюсь максимально, прям очень максимально. Вы не представляете, насколько я устал после создания этого видео, скорее всего, как устал после 53-й серии. Но я хочу для вас сделать качественный контент. Погнали. Дальше. Начнем с того, что в описании к серии написано «Cameraman continue the cleaning», что переводится как «Камерамен продолжает уборку». Это описывает одну из целей Титана, а именно навести порядок и устранить угрозу. С первой же секунды серии возникает вопрос, является ли серия продолжением предыдущей? Ведь в предыдущей... И, кстати, на этот вопрос таки нет ответа, потому что по факту там
почему автор решил, ну, в принципе, все серии так постоянно, да, так обрывы идут, и вот кусочки, фрагменты выпадают, хоть сюжет весь вроде как полный, но фрагменты выпадают. Все серии в конце на наших героев, Титана Камерамена и Камерамена с вантузами, или же Вантузмена, как прозвали его фанаты, летит отряд скибидистов, которые были вооружены неизвестным новым оружием. Но в этой серии, на первый взгляд, локация сменилась, и все идет совсем по иному сценарию. Возможно, это иной временной отрезок, может в тех скибидистах все-таки не... Я такое ощущение, как будто смотрю впервые. Интересно у меня ощущение. Не было ничего особенного, и поэтому автор решил пропустить сражение с ними. Серия начинается возле заправки с того, что мы видим поверженных камераменов и каланкаменов. И сама серия идет глазами поврежденного оператора-камерамена, у которого оторвана левая рука. Возможно, есть и другие повреждения. Мы видим, что на фронте, где идут сражения агентов и скибидистов, все плохо. Однако подкрепление уже рядом, но об этом позже. К поверженному оператору направляется скибидист с пилами, которые он крутит. Хотя странно, что крутятся они тупой стороной. Возможно, ее сделали острой, вопрос остается открытым. Далее мы видим, что на помощь оператору летит всеми любимый Вантузмен, уничтожая попутно мешающих ему скибидистов. Он получил апгрейд в виде реактивного ранца, что позволяет ему летать. Также можно заметить, что нижняя камера светится синим светом. Есть теория, что это связано с Титаном Камераменом. Ну, к сожалению, мы на это не узнаем никогда ответ по факту. Будто он научился передавать часть своих сил или энергии другим. Еще есть теория, что это камера ночного видения. Обе теории сомнительны. Увидев Вантузмена, сразу становится понятно, что рядом будет и Титан Камерамен. Ибо исходя из последней серии, можно понять, что они работают вместе. Кстати, в 53-й они продолжают быть вместе. Вантузмен спасает оператора, устранив засор туалета в виде головы скибидиста, что выглядит достаточно эпично. После чего мы наблюдаем новые транспортировщики агентов. Мне, кстати, писали, учитывая, что это, я перезаливал, потому что изначально был на другом канале. Мне писали, кстати, что да, это не первые вертолеты, типа были в начале другие вертолеты, но они там такие были странные в начале, да, что сложно это все считать. Короче, вертолеты с камерами. Подобного ранее не было, а значит, ученые-агенты не теряют время зря и постоянно разрабатывают новые технологии. На этом кадре мы видим силуэт человека на крыше заправки. Возможно, это опять-таки Дефак Бум наблюдает за всеми. Нам же показывали ранее вывеску, что он наблюдает. Интересно, кто же он на самом деле в сериале? Просто наблюдатель? Враг агентов и главный злодей, который дергает из тени всех за ниточки? Или же друг агентов? Нам показали лишь однажды, как он подошел к поверженному оператору и что-то сделал. Будто выключил камеру, но с какой целью? Много вопросов, ответов пока нет. Летающий скибидист пытается помешать высадке агентов и уничтожить вертолеты. Но тут появляется Титан Камерамен и перехватывает его, точным броском отправляя в другого скибидиста. И они оба взрываются. Тут мы замечаем вывеску Your real enemy is, что переводится как «Твой настоящий враг это». Там указано, кто враг, но текст невозможно прочитать, что вызывает целую кучу теорий. Кто-то снова думает, что ТВ-мены все же предатели. Кто-то говорит, что какие-то камерамены могут оказаться на стороне врага. Да, у меня был комментарий на этом канале, был комментарий, что кто-то из них вот здесь поставил дизлайк. Но я не вижу, на самом деле, как можно вообще здесь увидеть, учитывая, что, руки черные, все черное, такое темное, оно все смывается, размывается, и как здесь можно увидеть, что кто-то поставил дизлайк, я не знаю. Ага. А может, сам автор сериала дергает за ниточки из тени. Начинается выставка агентов, и оказывается, что у них какие-то пушки в руках, а на спине, судя по всему, ремонтные наборы. Было мнение в комментариях, что это не пушки, а ремонтные тоже какие-то приблуды, чтобы типа чинить. Черт его знает, но так нельзя увидеть, рассмотреть, что это конкретно. Похоже на пушки. Сразу становится понятно, что эта серия посвящена спасательной миссии, кроме банального уничтожения врага, которую прикрывают Титан Камерамен и Вантузмен, а также новый персонаж. Нам показывают нового персонажа, стоящего в стороне, но о нем позже. Не тратя время впустую, агенты начинают проверять, кого можно спасти. И судя как долго вот этот агент стоит у поверженного друга, возможно, они прямо во время сражений там их чинят, пока другие их защищают. Вантузмен спрыгивает. Тут можно строить теории разные, поэтому то ли они просто... Хотя, что он там долго так копался? Он копался всю серию с поверженного врага и небрежно отпихивает его пустой уже туалет. И тут из тени к нему подходит новый женский персонаж, который вызвал целую массу споров и теорий. Основная и подавляющая теория, что это новая Камеравумен. Да, она на камераменов очень похожа, и ранее уже была иная Камеравумен, но выглядела она, мягко говоря, посредственно. Этот же вариант выглядит эффектно. Хотя камера ли у нее вместо головы, у меня возникают сомнения. Исходя из ее возможностей, можно сделать вывод, что это датчик движения, ну или же это все-таки камера, но с данной функцией. Но раз фанаты сериала решили именовать ее Камеравумен, будем ее так называть. Ну, честно говоря, вот смотрите, вот камера, да, если промотнуть чутка,
ну, вот что-то оно не похоже, да, что-то как будто другое. Хотя вот такие обычно висят где-то там у частных домов, да, так вот форма такая же. Защитная, господи. Камера наблюдения, но оно что-то другое. Но раз фанаты сериала решили именовать ее Camera Woman, будем ее так называть. Интересный факт. Ее анимация весьма похожа на анимацию появления TV Woman. Тут, конечно, получилось чутка кривовато, но, блин, это было сложно сделать, потому что они, ну, как бы там много... Они смещаются очень. Короче, это проблема была, но я вот сделал как смог. Но чуть менее брутально. Руки также за спиной, но в карманах. Странные карманы, если честно. Новые женские персонажи набирают популярности у зрителей скибиди туалетов, и возможно автор это заметил. А значит, можно построить теорию, что в будущем их будет больше. А кто тебе больше понравился? Camera Woman или TV Woman? И почему? Напиши в комментариях. Мне же больше понравилась TV Woman, ибо она не только брутальная, но и весьма милая. Вернемся к серии. Camera Woman, судя по всему, изначально шла пешком и сперва держалась на расстоянии. Возможно, ее сил не хватит, чтобы сражаться с уникальными и крупными скибидистами. Но о ее силах чуть позже. Когда же она подошла, она показала Вантузмену сразу на обеих руках пальцы вверх, что может значить, что она очень ценит Вантузмена, его бесстрашие и работу. Хотя, возможно, у нее есть какие-то чувства к нему. Или они как-то связаны. Но тут можно только строить теории. На камераменов движется целый отряд обычных скибиди туалетов. Вантузмен уже хочет идти с ними разбираться, но тут случилось нечто. Помните, я говорил о своих сомнениях, что у Camera Woman просто камера. Так вот, она начинает фиксировать цели, издавая определенный звук, будто датчик движения. Переводя камеру с одного скибидиста на другого и внося в какой-то список целей. После чего она будто входит в режим уничтожения. Цвет камеры становится красным. Камера наклоняется и из спины выезжает какая-то пушка-арбалет и начинает стрелять реактивными дротиками, попадая в каждого из ранее зафиксированных скибидистов. Возможно, в дротиках какой-то токсин. Неизвестно, убивает он или останавливает на время. Хотя более крупных скибидистов так не проймешь, как с вот этой летающей особью. Это добавляет больше вопросов и не дает ответов, но можно строить теории. Размер реактивных дротиков невелик, и их сила, судя по всему, тоже не такая большая. Я ожидал, что они начнут взрываться, попадая в цель, но увы. Возможно, это станет доступно позже. Но уже можно понять, что против очень крупных и быстрых скибидистов это не сработает. После того, как Camera Woman уничтожила всех скибидистов в одиночку, Вантузмен поворачивается, застывает на секунду, будто раздумывая, благодарить ли за помощь. Ведь он был так решителен и хотел разобраться с врагами, но в итоге все-таки показывает палец вверх, говоря спасибо за помощь. И на этом серия заканчивается. Что же будет дальше? Вариантов много, к примеру. Может продолжиться спасательная операция или же просто покажут сражение с новыми видами скибидистов. А может, наконец-то Титан-камерамен встретится с зараженным Титаном-каланкаменом. Или даже с самим G-меном, G-туалетом, как его назвал автор. Пишите ваше мнение в комментариях. Вот такая 52-я серия скибиди туалетов. Я показал, на мой взгляд, все мелкие детали и рассказал обо всем. Ну, там, в принципе, дальше такая мелочи, подробности и комментарии, как всегда. И да, поэтому вот такой вот разборчик. Пишите, как вам мой разборчик. Вы можете писать здесь, конечно же, и идти туда. Ссылочка будет на видос, конечно же, в описании. Да, и на канал там, в принципе, можно будет зайти, посмотреть другие видосики. Там, кстати, и шорты будут выходить разные. Пока там по скибиди, но там будет, во-первых, будет теория не только по скибиди и шорты, не только по скибиди, но пока просто нет другого, поэтому только пока поэтому. Давайте, ребят, я погнал смотреть дальше Фордула. Блин, у меня есть сомнения, конечно, по поводу разборов. Когда ты сам начинаешь делать и тратишь на это, вот на 51-ю серию я потратил 4 часа, на 52-ю потратил 9, больше 9 часов. И ты понимаешь, сколько надо времени, чтобы реально разобрать полноценную серию. Здесь же за часок все сделано примерно. Ну, давай посмотрим. Не хочу обидеть Фордула, просто он что-то очень торопится. Вышла 53-я серия Skibidi Toilet. Эпизод последний в этом сезоне. Если это видео наберет 20 тысяч лайков, то... Так, товарищи, на разбор мой тоже завезите лайки, это очень важно. Я стараюсь, очень стараюсь. Сразу же приступаю к созданию... Я, правда, не знаю, когда он выйдет, сегодня или завтра. Потому что я, конечно, сейчас вот, когда это выложу, если вы уже смотрите, это уже вышло, я буду сидеть, делать разбор. Вы, конечно, пишите теории свои в комментариях, конечно же. И посмотрим, что получится, как по времени, потому что, может быть, я быстрее разберу. В принципе, серия не настолько детальная, там не настолько много деталей, хотя, может, что-то увижу еще интересное, потому что я буду пересматривать 0.25. Ладно, погнали смотреть. Следующего ролика. Начинается эпизод с того, как скибидисты отступают, а камерамены, наоборот, наступают по всем улицам, и их стало очень много. Кстати, тут можно заметить Camera Woman.
В руках у камераменов, причем у всех... Стоп, а я ее не заметил. Но я делал только реакцию, потом, когда буду делать разбор, я буду пересматривать на 0.25, я буду смотреть в каждый угол, возможно, где-то Дефак Бума увижу автора, и бывает. Если что, я сегодня еще и спал 3 часа, поэтому я немножко заторможенный, надеюсь, все будет норм, я все сделаю сегодня. Есть новое оружие, а именно какая-то дубинка, очень похожа на дубинку ГОшников из Half-Life. Но как по мне, это не просто дубинка, а новая разработка ученых. Видимо, она очень эффективна против скибидистов, раз все с ней ходят. Тут мы видим причину того, что скибидисты отступают, а именно Титан-камерамен. Он уничтожает всех скибидистов, которых видит. Тут заметна его большая разница с Тивименом-Титаном. Нам уже несколько эпизодов подряд показывают, что Титан-камерамен очень беспокоится за безопасность своих агентов и всячески их прикрывает на всех миссиях, в то время как Тивимен любит сражаться один. Далее мы видим нашего старого знакомого Вантуза. Он до сих пор сражается бок о бок с Титаном. Кстати, возможно, просто камерамен Титан учел ошибки Титана Тивимена, потому что тот почему пострадал, потому что он был один. Он смыл скибидиста с джетпаком. Он до этого уничтожал летающих скибидистов. Как по мне, это его основная специализация. Видимо, ему приказали уничтожать именно обычных летающих Кстати, только сейчас пришла мысль, что как раз-таки апгрейд для камерамена этого, Вантузмена, сделали, когда он вот в 50-й серии наступали летающие враги, и он не мог с ними справиться, но он взял вантузы. И после этой серии как раз следующий добавили джетпак. Я что-то об этом, видишь, не подумал. Ну, опять-таки, даже если ты разбираешь теории 9 часов, ты все равно можешь где-то забыть, что потом придет в голову мысль, но уже не добавишь. скибидистов и дали ему улучшение для полета для этого. Тут произошла забавная ситуация. Большой радиомен и Вантус обратили внимание на одного камерамена, который взял в руки сразу 2 дубинки и странно идет вперед. Дело в том, что этот камерамен пародировал Вантуза во время атаки их базы. Наверное, он является очень большим фанатом Вантуза, и сам Вантус это Блин, заметил. я даже не знаю, стоит ли такую теорию рассматривать, хотя прикольно. Может быть. Но тут из ниоткуда, причем буквально из ниоткуда, появляется новый скибидист с катушкой, которая позволяет ему быстро перемещаться, и новой пушкой, которая не была показана до этого. Эта пушка настолько мощная, что буквально испарила с лица земли радиомена. Вантус уже собирался его останавливать, но тут влетает камерамен Титан. Он ударяет по скибидисту молотом, но тот уворачивается. Спасает друга. А чё, как говорится, друга надо защищать? Я об этом, кстати, надо будет не забыть упомянуть. Это по факту. И уклоняется от всех его залпов, а после улетает и телепортируется. Камерамен Титан жестом показывает притащить что-то сюда, и мы видим, как толпы камераменов с их пушками на колесах движутся. Кстати, он ничего не сказал по поводу вот этого корабля? И мы видим, что... ну это тот же самый вертолет, ладно. Просто изначально казалось, что что-то другое чутка, а оно нет. Камераменов с их пушками на колесах движутся в его сторону. У всех камераменов в руках некое оружие. Скорее всего, это новая разработка агентов ученых. Но самое интересное оказалось в машине, которая следует за этой толпой. Это большая антипаразитическая пушка с броней. Но почему антипаразитическая? Вопрос, да, почему антипаразитическая? А хотя, блин, подожди. Это как раз таки для Титана Спикермена, что ли, получается? Блин, сложно сказать, она антипаразитическая или нет. Тут, конечно, да, можно, наверное, по лучу сказать, но... Блин, надо об этом подумать. На самом деле, вы пишите свое мнение. Ну, возможно, кстати, возможно, чтобы Титана Спикермена освободить. Блин, я путаюсь постоянно. Как его же лучше называть? Титан Спикермен или Титан Каланкамен? Потому что и так технически правильно. Все просто. У нее такие же синие элементы, какие были у... Ну, опять-таки на базе, когда атаковали базу в 49-й, какой там серии, господи, все уже в голове путается, бессонница влияет, нехватка сна. Короче, там была такая же пушка, только на здании, тоже с синими элементами, поэтому... Не, ну похоже, ладно, согласен, похоже. Пушки обычного размера. Также внутри сидят 2 ученых, а как мы помним, антипаразитические пушки — это их конек. У меня есть теория, что камерамены всерьез взялись за радиомена Титана и хотят окончательно его спасти от паразита. В конце камерамен показывает нам палец вверх, и на этом серия заканчивается. Но опять-таки, я в Фейсбуке видел один скрин, не хотел я спойлеры ловить, но словил.
Так что намечается очень грандиозная битва, прям нереальная битва намечается в следующем сезоне, скорее всего. Я ожидал, что это будет в этой серии, но нет. Скорее всего, в следующем сезоне. Эпизод получился крайне удачным. Нам показали сразу 2 новых изобретения. А на этом все. Поставь лайк и напиши. Да, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Что я еще могу сказать от себя? Я много чего интересного увидел. Я по факту послушал Фордла, немножечко тоже теории свои построил. И да, немножко будет состыковка идти, потому что вот про дубинку я бы забыл, наверное. Я бы сказал что-то, что странная дубинка, но я вот забыл про то, что в Half-Life были дубинки такие электрические. Здесь они почему-то не электрические, вопрос. Либо тут только когда, знаешь, удар идет, прям тогда электричество. Хороший вопрос, хотя, ну... Насчет фаната, ну тоже вроде неплохая мысль. Что вы думаете по этому поводу, фаната Фантузмена? Короче, интересная серия. Хотя мне в Телеграме писали ребята, что некоторым не понравилось, скучно какая-то. Хотя мне кажется, серия даже неплохая весьма. Весьма неплохая. Да, мы ждем бой века опять титанов, но скорее всего в следующем сезоне это будет. Я покажу в разборе тот скрин, картинку, которую я нашел у Дефак Бума, официальную его, которую он выложил. И вот там прям... Можно строить теории про следующий сезон жестко прям. Я построю теории, ребят, да-да. Вот такой вот у нас сегодня видосик получился. Надеюсь, вам понравилось. Вы уже прожали все, написали комментарий, подписались, да. И погнали на Blenner Shorts канал. Да, там контент вообще выходит. Прям будет топово. Я гарантирую, я буду продолжать держать марку. Все, как говорится, товарищи. Как говорится, хорошего вам настроения, позитива. Да. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видосах. Сейчас будут комментарии из предыдущего видоса. Пишите комментарии, чтобы в следующем видосе были комментарии с этого видоса. И, как говорится, увидимся, услышимся, товарищи. Пока-пока.